Леша, скажи, куда мы сегодня едем? Сегодня будет Зубовская бухта. Там мы посмотрим замечательные пляжи. Там мы увидим настенную живопись. Древнюю. Да, древнюю. Заедем в заброшки. Несколько гарнизонов там должно быть по пути у нас. А сколько до Зубовской? Ну, если так коротким путем, то 27 километров в одну сторону. И, собственно, там покатаемся и обратно. Вот такой маршрут. Как называется поселок? Это Большое озерко, так и называется. Это школа? Да. Видишь, там учитель. Красивая, кстати. Там штаб. Как бы это считалось самое элитное место на вот этих полуостровах. Ну, представляешь, вид из 4-го этажа на такой вот заливчик. А где они 500 человек жили-то? Ну, в принципе, в этих двух Нет, домах. там что ли? очень много казарм. Там казармы. Солдаты вместе с офицерами. Ищем выезд из этого военного городка заброшенного, чтобы ехать в бухту Зубовская. Это на восток полуострова Рыбачий. Погода сегодня более ветреная, чуть-чуть попрохладнее, чем вчера. Дорога нас ожидает не очень хорошая, но, как сказали с утра, хороших дорог тут и нет. Да, дорожка, конечно, веселая. Зубовка — это от слова зубы. Рот нельзя закрывать, когда на нее едешь. Ебись ты в рот. Мы легли на дно, мы зажгли огни. Во вселенной только мы одни. Гни свою линию, гни свою линию, горят огни, сверкают звезды. Все так сложно, все так просто. Мы ушли в открытый космос. В этом мире больше нечего ловить. Гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию, горят огни. И вот так вот 27 километров. Примерно. С такими лужами, по таким ураганом. Еще с объездом по болоту, если камни в броде. Шикарно. Камеру, в принципе, можно не отключать, потому что постоянно что-то происходит. А ее даже мне не отключить. Мне не оторвать руку, чтобы ее отключить или включить. Опа. Я уже 2 раза упал в болоте. Вот полуостров Рыбачий во всей своей красе. Вид сверху. Ой. Мы сейчас где-то находимся, наверное, посередине, в центре полуострова Рыбачий. Пересекаем его от турбазы
Озерцо до пункта назначения Зубовка, по-моему, называется. То ли военный городок, то ли черт его знает, что это такое. С какими-то шикарными пляжами. Насчет шикарных пляжей сомнительный, конечно, этот вопрос. Вот мы здесь были недавно на одном пляже. Может быть, видео вы это видели. И там нам не удалось немножко покататься. Ровный как стол, достаточно жесткий. Вообще, конечно, природа здесь однообразная. Ну, как везде на северах. Интересно, некоторые грибы выше, чем карликовые сосны. Ой, березы. А грибов здесь много очень. Мы проезжали по таким полянам, по которым не проехать и не задеть грибы невозможно. Ты фактически едешь прям по ним. Да, можно сказать, сейчас дорога уже, не знаю, надолго ли, но вроде началась более-менее нормальная. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, у нас начинает что-то интересное здесь. Походу мы тут не проедем. Дорога залита. А нам нужно вот туда проехать. Вот накаркал-то про дорогу. И на тебе. Дороги-то и нет. Конечно, для опытных кроссменов там или эндуристов это дороги легкие. Но на самом деле они действительно проезжабельные такие. Другой вопрос, с какой скоростью и с какими навыками. У меня вот навыки так себе, я бы сказал. Я на Красаче еду второй раз в жизни. У меня вот был софт эндуро, есть вернее. Или куда поехал? Но он все-таки отличается. Этот более маневренный, легче. Конечно, управлять поприкольнее. Но всю задницу отбиваешь, спину. Вот так целый день. О, проехали мы ее. Ух ты! Морожка, да? Не, я поеду. Спасибо. Весело. Проехал? Да вроде да. Давайте немножко отдохнем. Ребят, я знаете, что понял? Вот смотрите, едем 30 километров в час, не спеша. По сторонам можешь смотреть, и яму спокойно проезжать. Если едешь 40-50, вот это, блядь, начинается хуйня, блядь. Только Да, да, я уже третий день это говорю.
30 километров максимум. Саня, отдыхаем. Первое, мы сейчас ехали на всем протяжении какие-то такие постройки. Видели очертания типа домов? Второй вопрос. В Питере очень много камней, которых принес ледник, и они круглые. Все это объясняют тем, что принес ледник. Здесь, сука, не было ледника, он же отсюда-то и пришел. Почему они... Нифига себе вопросы, Леш, тебе задают. Мне кажется, это просто вот эти... Я вот охуеваю, кто вот эту дорогу выкладывал. Может, пленные немцы? Выкладывали вот в этой тундре. Это либо самые еще эти, бля, либо вояки. Слушай, а может просто накатали ее, да и все? Ну нахуй, вот смотри, здесь нет таких камней. Вот лучше бы их и не было. А здесь они лежат Леша, как бы ты вот. от своих вопросов охуеваешь, от моих нет. Смотри, вот это рукотворная дорога, стопудово. Да, стопудово. Если ты здесь накатаешь, будут болотные следы, а здесь все выложено. Здесь все Самые выложено, интересные да. камни, вот едем такие, как грядки. И они сложные. Слушай, ну что вы как маленькие вояки отсыпали, был Советский Союз, мы вам построили. А что тут дорогу не построить? Ну смешные вы люди. Взяли с карьера, привезли сюда и бухнули. Что тут 20 километров дороги для Советского Союза уложить, булыжгалами усыпать? Да это плевое дело. Сколько это лет надо, наверное. Да ну. Тут сколько было военных, строителей, военные строители и прочее. КАМАЗы пригнали там или что, какая была техника. Отсыпали, да и все, вот и дорога. Здесь же ходила военная техника, им все равно что сыпать. Большие булыганы, маленькие булыганы. Не, ну это да, для Уралов делали. Да, для Уралов, там для шишек, вот все вот это вот военное. Опять начинают эти лужи, озера. С видом на небо мы будем ласкать на нем звезды своими глазами. Проехал. Проснулась звезда, так похожа на солнце, что веками светила над нами, обжигая лучами. Но когда-нибудь будет Приехали. в жарах даже лютой зимой, и когда-нибудь станет это время Наверное, бывшая добрей. военная техника. И быть может будем мы любить под счастливой звездой. И быть может станем мы друг другу нужней. Шаг по ковру. Прикольно. Тысячи лет так мы и жили. Да, не проехал я эту канаву. Время терпело, небо чернело над нами. Устала земля от войн во вселенной. От них она стала холодной, как ночная луна. Зажигание включено. Да. Вот эти вот кочки, так я не научился толком переезжать, их ни что не видно. И у меня не получается. То есть я начинаю заваливаться, ногами не достаю, и все. Вот красавчик, а? Вот. Конечно, все проглатывает. Супер мотоцикл, конечно. По мне так, человеку, не особо разбирающимся в этой технике,
Мне очень нравится. Красота. Это вот это мыс Зубовский. Да, ветерок тут, конечно, подувает вверху. Зато солнце. Ух, как плюется. Блядь. Место обеда. Что-то заскрипело у меня спереди. Нормально, что-то в переднем колесе скрипит. Мужики, приятного аппетита. Что у нас сегодня? Макароны, рис? Вот рис с колбасой. О, это же мои колбаски, да? Так, ну, в общем-то, красивое место. Но ничего особенного тут сверхъестественного нет. Где-то есть корабли священной земли, соленые губы Ух твои. ты, как у нас тут весело-то. Катастрофически тебя не хватает мне. Жду электричество, но не попадаю я. Воздух толчками и пульс на трещот та-та. Бьет в переносицу, я знаю, все знаю. Отлично. Катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает. Где-то есть корабль у священной земли, горячие губы твои. Мы срослись плавниками, мы срослись плавниками, мы срослись плавниками. Нам на базе Озерцо перед каждым выездом делают обед с собой в контейнера. Ну, обычно кладут там рис, гречка, сосиски, какие-нибудь соленья. Мы с собой берем что-нибудь сладкое, чай. И это прям вообще просто сказка. Мы находим какое-нибудь красивое местечко, устраиваемся поудобнее, все это употребляем, общаемся, делимся эмоциями, потом продолжаем путь. Все очень и очень интересно. У нас компания, мы давно друг друга знаем, друзья. Нам очень комфортно друг с другом. Ух ты, ух ты, ух ты. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Да. Впечатляет, ничего не скажешь. Ух ты. Северные баунти. Да.
А ветерок так прямо подталкивает туда. Вовка, давай я тебя сейчас сфоткаю вот так. У нас, наверное, сейчас опять будут броды. Это не были, мама, это не были, мама, это не со мной. Неужели небо задеваю головой на ковре, вертолете мимо. Мы летим, а вы ползете, чудаки, вы чудаки. Да, грязи у нас сегодня мало было. И воды побольше бы, побольше. Лишь бы только сейчас Леша дорогу не перепутал. Вот это будет интересно. Решили ехать направо через ручей. Уже не плачешь, мама, полетим со мной на ковре, вертолете мимо радуги. Мы летим, а вы ползете, чудаки, вы чудаки. На ковре глаза. Да, эпично. Ой, бля. Нифига себе каракума. И не видно ничего. Ты не пойми. То глина, то грязь, то камни, то песок. Всего понемногу. Бля. Заканчивается третий день наших покатушек. Сегодня мы побывали в бухте Зубаревская, или как она называется. Не могу сказать, что она меня чем-то удивила. Песка там особо не увидели, но виды красивые. Дорога туда от Озерков, от Озерка, от отеля Озерко. Отвратительная. Обратно мы ехали немножко по другой дороге. Но в целом день очень хороший. Мы побывали еще в прекрасном месте на мысе. Наверное, он безымянный. С прекрасным видом. Ну и, конечно, покатались, погоняли по этим вот, если можно так сказать, дорогам. Без падений тоже не обошлось. Я упал несколько раз.
во время объездов луж по болотам. Но мы еще не доехали, хотя база уже вот рядышком. У нас завтра 4-й день, заключительный для покатушек. На 5-й мы возвращаемся обратно в старую Титовку, вспомнил. Вот. Ну, по мне так 3 дня здесь просто достаточно, потому что смотреть больше нечего. Ну и так активненько достаточно мы гоняли. А наш Оскар ищет каждую поломку одну за другой. Да. Ну, мы же починим. Да. Да, мы не ломали. Просто смотрю, насчет насколько хуёво. То есть плохо, но смотрим, насколько плохо. Предупрежден, значит вооружен. Так. Всем добрый день. Все, покидаем эту поляну. Уезжаем. Да, уезжаем. Нам 50 километров ехать до базы, где мы погрузим мотоциклы в машину. И уже поедем в Мурманск. А оттуда я на самолете полечу в Питер. Вот еще раз на прощание. База Озерцо. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют. Молодые ветра, разрывая в клочья облака, не забыли, шлют издалека с дома мама. И не последняя любовь, а по небу бегут. Видишь чьи-то следы, это может быть ты. Это может быть я, это может нас ждут, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Радость полными застольями и земными поклонами. Замечательное путешествие. Как я уже говорил ранее, достаточно сложное, для меня сложное. Что для меня показалось мне самым сложным? Все лужи, все броды, глубокие, неглубокие, по грязи, не по грязи. Вроде проезжал нормально. Камни, ямы, булыганы, вот это все, вот дорога такая вся разбитая, тоже вроде бы нормально. Но вот когда мы броды объезжали по болоту, знаете, такой ягель, а под ним камни огромные, и между ними расстояние. И то есть мне не хватает просто техники. И я вот просто заваливался там на этих арбузах. Вот. Ну, естественно, небольшой скорости, без последствий. Уже там к концу 3-го дня стал немножко приноравливаться. Ребята объяснили, как там надо что делать. Которые поопытнее, чем я. Вот, в остальном все дороги, где мы были, достаточно проезжабельные. Ну, по крайней мере, на кроссовом мотоцикле абсолютно спокойно. Может быть, нужно было ехать
нужно и можно было бы ехать немножко помедленнее. Но тут у нас мнения разделились. Кто-то говорит, нет, мне лучше побыстрее. А я, например, и вот еще один мой товарищ, для нас лучше бы помедленнее, чтобы посмотреть лучше окрестности, а не только пялиться в эту дорогу. Кроме нее особо ничего больше не видишь на таких скоростях, на которых мы ездили. А тут же какая еще ситуация? Кто вот у нас Алексей вот на квадроцикле, он был ведущий. Он промерял все лужи, там без него бы мы не справились. Вот если я за ним еду, то я успеваю. Более-менее. Если я еду последний, то все, я уже не успеваю. Я всех догоняю постоянно. То есть, что это означает? Это предельная для меня скорости, это быстрая утомляемость, это слабый контроль над ситуацией. Вот это, конечно, тяжеловато. Ну, скажем, если предположить, чтобы если бы я ехал один, что я часто и делаю в Марокко, конечно, я бы ездил бы немножко поумереннее. Ну, не немножко, а прилично, умереннее, спокойно. И также бы везде проехал. Но одному здесь, конечно, стрёмно, реально стрёмно. То есть можно вообще не дозвониться никому, а если дозвонишься, вряд ли кто-то поедет тебя тут спасать. Поэтому тут с компанией, только с компанией. Так, все, мы выезжаем на дорогу на Старой Титовк. Итак, мы приближаемся к своему базированию наших автомобилей. Сейчас мы будем здесь грузиться. Наше путешествие, можно сказать, на мотоциклах закончено. С приездом! 5 мотоциклов там надо загрузить. Давайте жопу тут. Погрузили 5 мотоциклов. 4 в ряд, 1 на попа.